Всем привет! В этом ролике мы вяжем вот такой замечательный простой узор. Отлично подойдет как для вязания аксессуаров, так и для вязания плечевых изделий. Можно вязать его как по кругу, так и поворотными рядами. Раппорт узора 8 петель. Мы будем вязать из популярной пряжи Gazal Jeans, полухлопковая пряжа в мотке на 50 грамм 170 метров, в составе 58% хлопка, 42% акрила. Рекомендуются спицы 3,5, узор я вязала на спицах номер 4. В палитре пряжи представлено много красивых оттенков. Мой цвет 1122. Красивый бежевый, без серости. Пряжа отлично подходит для весеннего и летнего вязания. Мягкая, приятная на ощупь. Пряжа матовая, без блеска. Подходит как для вязания детских изделий, так и взрослых. Отличная бюджетная пряжа для летнего вязания. Красиво ложится как в лицевой глади, так и в узорах. Возвращаемся к нашему узору. Здесь мы набираем количество петель кратное 8. Первый ряд. Кромочную снимаем. Первые 2 петли нам надо провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Мы их разворачиваем, провязываем лицевой за передние стенки. Следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево, провязываем лицевой за задние стенки. 4 лицевые. Это наш раппорт. Повторяем. 2 вместе с наклоном вправо, 2 петли разворачиваем, провязываем за передние стенки, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые. У меня еще один раппорт. 2 петли разворачиваем, провязываем лицевой с наклоном вправо, 2 петли с наклоном влево, 4 лицевые. Кромочную провязываю изнаночной. Все четные ряды мы будем провязывать изнаночными петлями. Если вы вяжете этот узор по кругу, соответственно, все четные ряды вы провязываете лицевыми петлями. Третий ряд. Кромочную снимаем. Нам надо ввести спицу между петлями под вторую протяжку. Вот первая протяжка и вот вторая. Это в том ряду, где мы делали убавление. То есть пропускаем первую протяжку между петлями. Вот вторая протяжка, вводим спицу под нее, вытягиваем длинную петлю. Далее провязываем 2 лицевые. И теперь вводим спицу в ту же петлю, куда мы ее вводили. В это же место вытягиваем еще одну длинную петлю. 4 лицевые. Провязали раппорт. Будем повторять так до конца ряда. Спускаемся под вторую протяжку между петлями, вытягиваем длинную петлю, 2 лицевые. Далее вводим спицу туда же под вторую протяжку, вытягиваем еще одну длинную петлю, 4 лицевые. Довязываем таким образом ряд до конца. Под вторую протяжку вытянули первую петлю, далее 2 лицевые, вытягиваем вторую петлю и 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд провязываем изнаночными петлями. В пятом ряду формируем наш узор в шахматном порядке. То есть сначала провязываем 4 лицевые, далее 2 вместе с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, провязываем за переднюю стенку, 2 вместе с наклоном влево, провязываем лицевой за задние стенки. Провязали наш раппорт, повторяем его до конца ряда. 4 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Довязываем таким образом ряд до конца. В конце ряда 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Кромочная. В шестом ряду все петли изнаночные. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 4 лицевые. Далее вводим спицу под вторую протяжку между петлями. Вытягиваем длинную петлю. 2 лицевые. Вводим спицу под вторую протяжку, туда же вытягиваем длинную петлю. Это наш раппорт. Будем повторять до конца ряда. 4 лицевые. Вытягиваем длинную петлю между петлями. 2 лицевые.
Вытягиваем длинную петлю. Довязываем таким образом ряд до конца. В 8 ряду все петли изнаночные. Далее узор повторяем с первого ряда на нужную нам высоту. Вот так красиво и просто. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.